Канал Предприниматель Инфо. Что такое реституция? Как она работает? Друзья, не забудьте поставить лайк и подписаться на этот канал. Вас ждет много интересных видео-новостей из мира финансов, бухгалтерии, права, кадрового дела и изменений законодательства. Реституция – одно из последствий недействительности сделки, которую стороны исполнили полностью или частично. Смысл реституции в том, чтобы вернуть стороны в положение, в котором они были до заключения сделки. Пункт 2 статьи 167 ГК РФ. При реституции стороны должны возвратить друг другу все, что получили по сделке. Например, если покупатель получил недвижимость, то обязан вернуть ее продавцу. Если продавец получил деньги за недвижимость, то также обязан их вернуть покупателю. Если вернуть полученное в натуре невозможно, сторона обязана возместить контрагенту стоимость полученного. Например, оплатить стоимость полученного имущества, которое не сохранилось в натуре. Реституция бывает односторонней и двусторонней. При двусторонней реституции обе стороны возвращают друг другу полученное по недействительной сделке. Например, двустороннюю реституцию суд применит в споре из договора поставки. Заказчик вернет товар, а поставщик – деньги. При односторонней реституции исполненное возвращает только одна сторона сделки. Например, одаряемый возвращает дарителю подаренную вещь. Чаще всего суд применяет реституцию по заявлению стороны сделки. Для этого нужно заявить такое требование вместе с требованием о признании сделки недействительной или в отдельном процессе. Требование о реституции также может заявить лицо, которое не выступает стороной ничтожной сделки. Суд удовлетворит такой иск, если у заявителя нет иного способа защиты своих прав. В заявлении необходимо указать право или законный интерес, защиту которых обеспечит подача такого иска. Пункт 78 постановления Пленума Верховного Суда от 23.06.2015 номер 25. Если суд удовлетворит требования о реституции одной из сторон, то он одновременно обязан рассмотреть вопрос о взыскании исполненного в пользу противоположной стороны. По умолчанию взаимные представления сторон считаются равными. Пункт 80 постановления Верховного Суда номер 25. Например, если сторона пользовалась арендным имуществом, то арендодатель не обязан возвращать арендную плату за период пользования. Если арендатор не внес арендную плату, но пользовался помещением, то обязан вернуть объект аренды и оплатить пользование. Суд вправе отказать в реституции, если посчитает, что это противоречит основам правопорядка или нравственности. Пункт 4 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации. Например, суд вправе не применить реституцию, если посчитает сделку мнимой или притворной. Так, суд не применил реституцию из-за притворности банковской операции. Конкурсный управляющий просил признать банковские операции недействительными и применить реституцию. 3 инстанции удовлетворили требования. Верховный суд не согласился. Деньги фактически не выдавали из кассы, в связи с чем сделка была притворной. Суды не вправе применить реституцию в виде взыскания с кредитора денег и восстановления обязательства банка по выдаче денег кредитору. Определение Верховного суда от 11.07.2019. Друзья, поддержите канал Предприниматель Инфо, подпишитесь и поставьте лайк. Впереди много интересного. До встречи! Также, если у вас возникло острое желание высказаться об увиденном и услышанном, не сдерживайте себя.